Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашем канале Семейный Handmade. Сегодня я покажу вам мастер-класс по лепке кота из папье-маше. Итак, для начала нам понадобится надуть воздушный шарик. Хвостик завязывайте на прочный узел, чтобы шарик не спускал воздух. Какого диаметра будет воздушный шар, такого размера получится и кот. Как сделать массу папье-маше, я показывала в предыдущем видео. В конце я обязательно дам на него ссылку. Масса не должна липнуть к рукам, иначе вам будет неудобно с ней работать. Посыпаем стол крахмалом, отрываем кусок массы, обваливаем в крахмале и хорошо вымешиваем. Советую использовать именно крахмал, а не муку, потому что с ним масса остается пластичной и очень приятной на ощупь. Раскатываем скалкой и постепенно оклеиваем массой весь шарик. Стыки хорошо выравниваем и выглаживаем. Можно покатать шар по столу, чтобы лучше выровнять поверхность. После того, как весь шар будет облеплен массой, подвешиваем его за хвостик сохнуть. Я проделываю дырку в хвостике, вставляю крючок и вешаю на сушилку для белья. К сожалению, я не сфотографировала этот момент, но думаю, объяснила достаточно понятно. За ночь мой шарик высох. Прокалываем воздушный шарик и вытаскиваем его из шара из папье-маше. Из фольги делаем заготовки для глаз, мордочки, носа, ушек, хвоста и лапок. Чтобы поверхность получилась ровной, утрамбовывайте заготовки из фольги о ровную поверхность, например, о стол. Горячим пистолетом приклеиваем все заготовки из фольги к шарику. В принципе, этот этап можно и не делать, так как клей держит очень плохо и при малейшем усилии заготовки отклеиваются. Но я делала этот этап скорее для правильного размещения всех элементов, то есть посмотреть, примерить, и если все нравится, то начинать оклеивать массой. Обратите внимание, что масса после высыхания остается именно бумажной, то есть не крошится и не трескается, а спокойно режется ножницами, как обычный толстый картон. Чтобы масса хорошо приклеивалась, смазываем водой склеиваемые части. Выравниваем мокрой кисточкой и мокрыми руками. Обратите внимание, моя масса была сделана примерно дней 10 назад, и так долго хранить массу я не рекомендую. Она становится какая-то рыхлая, и ее сложно выравнивать и выглаживать. Позже я буду работать со свежей массой, и разница будет очевидна. Поверхность получится ровная, гладкая, и с массой, по моим ощущениям, намного приятнее и легче работать. Так что старайтесь использовать такую массу папье-маше максимум в течение недели.
Чтобы зафиксировать хвостик в нужном положении, я подложила под него втулку от туалетной бумаги. Обратите внимание, лапки я уже лепила из свежей массы. Даже на видео очень заметна разница. Для удобства сначала рисуем брови простым карандашом, а уже после этого начинаем их вылепливать. Кстати, так можно поиграть с выражением мордочки, добиться именно той эмоции, которая нравится вам. Самый сложный этап – это правильное расположение лапок. Сначала примерьте, как бы вы их хотели расположить. Можете даже отметить простым карандашом места соединения. Шилом прокалываем брюшко и лапки, вставляем зубочистки и соединяем лапки с туловищем. Проверяем, что все получилось именно так, как нам нужно, и проклеиваем массой стыки.
Не пытайтесь сразу сделать лапы нужной толщины. Лучше сначала просто зафиксируйте их в правильном положении и дайте высохнуть массе. После этого будет работать намного проще и быстрее. Наращиваем объем, выравниваем ямки, заглаживаем дырочки, если они имеются, то есть доводим нашего котика до идеала и оставляем его сохнуть. В следующем видео я покажу, как я буду раскрашивать своего нового питомца. А пока ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Всем хорошего настроения и до новых встреч!